Для создания презентаций, подачи архитектурных проектов, особенно тех моделей, которые выполнены в SketchUp, существует отличный инструмент, для этого специально предназначенный. И этот инструмент входит в комплект SketchUp. Вот вы видите здесь SketchUp и вот этот инструмент Layout. Как работает этот инструмент и что в нем есть? Для того, чтобы открыть проект, есть два способа. Можно модель непосредственно из SketchUp отправить в Layout, об этом мы попозже поговорим. Ну или непосредственно щелкнуть по иконке. Открывается входное окно. И далее, как вы видите, открылся у нас главная страничка. На этой главной страничке можно выбрать следующее. Создать новый документ, варианты разные. Открыть файлы, если мы уже что-то делали. Можно посмотреть примеры, как это делается, изучение. И выбрать шаблоны разные, там А3, А4, альбомные и другие варианты. Есть шаблоны, где уже сразу вставлена основная надпись. Эта основная надпись нам не подойдет. При желании мы можем сами один раз потрудиться и сделать, например, шаблон А3 с основной надписью и рамкой такой, какой у нас используется по стандарту. Но мы сейчас откроем А3 альбомная. Открыли мы лист, появился лист формата А3, на котором можно работать и создавать подачу архитектурного проекта. Но сегодня мы познакомимся, какие есть инструменты и как устроен интерфейс, а в последующем же посмотрим, как они работают. Как вы видите, здесь верхняя лента напоминает нам SketchUp. Точно так же есть закладочки и вынесены некоторые инструменты отдельно. Кроме того, здесь есть очень интересный такой, скажем, вынесенный инструмент. Он называется лоток по умолчанию. Лоток, тут название, трудно сказать, что оно подходит. Смысл этого окошка в том, что здесь вынесены инструменты настройки, инструменты для настройки. Здесь цветов, стилей фигуры, модели SketchUp, рисунков и тому подобных вещей. В принципе, все эти элементы, все, что здесь вынесено, мы можем настраивать непосредственно здесь. Удобнее, когда у нас такое окошко открыто и постоянно мы можем зайти туда и сделать то, что нам необходимо. Что кроется под этими закладками? Файл. Здесь вы видите обычные такие инструменты, как открыть, закрыть, сохранить как, сохранить, обратите внимание, как шаблон, чтобы в следующий раз мы этой настройкой могли воспользоваться. Сохранить как библиотеку заготовок, это тоже новое. Вставить, затем экспортировать. Экспортировать можно три варианта. Изображение, то есть в формате JPG, PNG, PDF в виде документа PDF или презентации в PDF. И также можно экспортировать в DVG, DXF. То есть это формат автокада. Мы можем экспортировать и это все потом ставить в автокад. Дальше здесь есть возможности настройки документа, настройки страницы, предварительный просмотр для печати и печати. В следующей закладочке правка имеются стандартные инструменты: отменить, вернуть, вырезать, копировать, ставить, вставить текущий слой, копировать стиль, вставить стиль, повторить, удалить, выбрать. Можно все, можно отменить выбор. А также поменять местами слои, создать маску для обрезки, это тоже нам понадобится для создания фрагмента. Группировать элементы в одну группу, разгруппировать, разъединять. Дальше, следующая закладочка — это вид. Здесь есть панели инструментов. То есть главная панель инструментов, по умолчанию она включена, и она отображается у нас вверху под лентой. Можно восстановить рабочую область по умолчанию, показать или убрать
сетку, включить символы предупреждения, они нужны для работы, включить черновой режим, включить групповое редактирование, то есть отдельно редактировать группу, скрыв остальной весь документ. Можно визуализировать модели на странице и в документе. Это нам тоже понадобится для модели SketchUp. Также инструмент панорама, аналогично как SketchUp, масштаб, увеличить, уменьшить фактический размер. Это все инструменты управления масштабом. Увеличить страницу, масштабировать отдельный элемент. И можно прямо непосредственно перейти к показу презентации. Следующая закладка — это текст. Здесь сосредоточены инструменты для текста и им управления. Ну, обычные стандартные инструменты — это тип шрифта, затем как он выравнивается в табличке, расстояние, автотекст можно настроить и найти текст в документе. Следующая закладка — это упорядочить. Здесь можем мы сделать следующее. Вынести на передний план, перенести вперед, отправить назад на задний план. Это очень необходимо при создании презентации. Затем можем выровнять, пробел сделать, центр отразить, привязать объект сетки к сетке и сам объект привязать к сетке. Следующая панелька — это инструменты. Вот эти инструменты, они же здесь есть ниже, да, расположены, вынесены непосредственно. Ну, можно и выбирать здесь. Следующая закладка — это добавить, повторить, удалить, назад и далее. Затем окно. Здесь первая кнопочка — это скрыть лоток. Ну, лоток то, что справа. И здесь показаны галочки, стоят, что в этом лотке отображается. Ну и справка. Справочный центр, справочные сведения, обновления, контакты о самом приложении. Справочный центр выводит нас на справочную страничку сайта SketchUp. Дальше, что здесь есть еще за инструменты, которые вынесены непосредственно? Это инструменты тоже знакомые нам полностью из SketchUp. Это такие инструменты, как выбрать, это линии рисовать. Если здесь есть треугольничек, значит там есть еще варианты. Можно прямую, можно от руки. Дальше дуга и дуга, видите, по разным вариантам. Тут есть по 2-3 точкам и сектор. Затем прямоугольник, прямоугольник с закругленными углами, ромб, выпуклость, круг. Здесь есть круг и здесь есть вариант такой, как эллипс. Дальше значок многоугольник, смещение, аналогично как в SketchUp, текст, затем подпись. Ну, название переводится как подпись, но на самом деле это есть что? Выноска с подписью. Следующие размеры. И здесь два варианта, линейно-угловой. В отличие от SketchUp мы можем ставить здесь таблицу. Затем инструмент стереть, ну ластик такой же, как в SketchUp. Инструмент копировать стиль. То есть если у нас есть одна фигура одного стиля, мы можем пипеткой перенести этот стиль на другую. Также здесь мы можем фигуры разделять этим инструментом и объединять разделенные фигуры. Сюда же вынесена кнопочка «Начать презентацию». И здесь добавить странички или вернуться назад, вперед. Ну, а это для входа кнопочка в свой аккаунт на сайте SketchUp. Дальше, что есть в лотке? Ну, сам лоток по умолчанию он свернут. У него все кнопочки свернуты. И здесь есть кнопочка «Цвета». Если мы нажимаем ее, то раскрываются варианты, что мы можем сделать. Значит, мы можем выбрать цвета. Значит, непосредственно здесь, или настроив их RGB, или настроив их HSB. Либо оттенки серого, либо взяв свое изображение, можем выбрать.
и такой цвет получить для заливки всей страницы или отдельных фигур. Дальше, здесь есть следующая кнопочка «Стиль фигуры». Здесь мы можем настроить фигура, которую мы будем чертить, например, там прямоугольник, она какого будет заливки или по шаблону какому-то, какой толщины будут линии и какой тип линий будет. Тип линии может быть, видите, разные варианты здесь типов линий есть. И плюс здесь есть возможность поменять значение. То есть пробелы, какие будут пробелы и начальные там элементы и конечные элементы. Ну и толщину, соответственно, тоже можем выбрать разную. Дальше здесь есть вариант заливки шаблоном. То есть уже готовые есть шаблоны для заливки. Ну, например, что это такое может быть? Геометрические плитки, черные фигуры. И вот видите, здесь и шахматная доска, кирпичи. Ну, то есть вариантов здесь достаточно много. Мы будем чертить фигуры и будем смотреть, как это работает. Дальше здесь следующая модель SketchUp. Сюда мы будем импортировать модель SketchUp и использовать ее там различные виды и все прочее. Здесь мы можем настраивать наблюдение, точку, какую сцену использовать, как мы будем смотреть, какой получится чертеж. Ну, обо всем этом мы будем говорить, когда мы будем уже непосредственно работать с этой частью лотка. Дальше, масштабируемый рисунок. Здесь можно создать самостоятельный рисунок и его масштабировать. Дальше, следующий стиль указателя размера. Значит, он становится активным, когда мы выберем команду «Размер». Выбрали команду «Размер», и тогда становятся все команды здесь активные. И можем настроить выноски, варианты расположения размерного числа над линией, по линии, ниже линии, или так, по вертикали, как они располагаются. Стиль указателя можем выбрать, разные сегменты. Также здесь установить точность. Ну, по умолчанию стоит точность 1/100 метра, но целесообразно выбрать что? Единица измерения здесь миллиметр и точность поставить единица. Дальше следующий стиль текста. Точно так же здесь текст настраивается, ну точно так он и здесь настраивается, вот здесь под этой кнопочкой. Здесь можем выбрать тип шрифта, написание, полужирный курсив или обычный, и размер его, и размер можем выбрать. Затем идет страницы. Мы можем создавать несколько страниц, ну, допустим, в презентации нужно несколько страниц. На разных страницах на одной, допустим, будет план, на другой фасад, разрез, справочные данные. Вот эти странички добавляются здесь. Есть еще раздел «Слои». Мы можем добавлять слои и удалять слои. Все фигуры, элементы, которые у нас будут в презентации, мы можем их ложить на определенный слой, а потом слой, допустим, скрывать его. Скрыли слой, и эти фигуры будут скрываться. Ну, это удобно, может быть, для работы. Дальше здесь есть еще вырезки. Ну, название вырезки, может быть, не совсем соответствует тому, что есть. Здесь, чтобы было понятно, я вот покажу. Например, здесь имеются, ну, скажем, модели, не модели, а, скажем, рисунки автомобилей. Раз, вот я ее вынес, этот автомобиль. Здесь есть рисунки людей. Видите, вот они все стоят. Можем выбрать его вот здесь и поставить сюда. Дальше, ну, здесь есть интересные вещи еще. Деревья. Вот можем выбрать дерево и поставить его сюда. Да, дерево. Мы у этих элементов можем поменять
поменять цвет, можем их закрасить полностью, да, все что угодно. Ну, как вы видите, вот здесь большой список элементов, которые можно использовать в своей презентации. Поэтому название самой вырезки, оно как-то звучит не очень, да, потому что оно не информирует о том, что на самом деле есть. Ну, можно назвать это как заготовки, да, или еще каким-то образом. Ну и плюс здесь есть еще учебник, да, можем мы его развернуть, и здесь, выбирая команду, вот когда мы выбрали инструмент, линия, например, здесь мы имеем пример, инструмент линия, как он работает. Выберем, например, инструмент смещения. И что? Маленькое видео, которое показывает, как работает. Возьмем стереть. Да, вот она показывает, как работает. Например, разделить. Пожалуйста, показывает, как работает. Ну, то есть по любой команде здесь можно увидеть подсказку визуальную, как эта команда работает. По интерфейсу это все. Значит, в следующий раз мы уже будем с вами работать с инструментами и их настраивать.